Всем привет, я Нуну, добро пожаловать на мой канал. Здесь мы будем обсуждать модулярные синтезаторы и Akai MPC в рамках хип-хоп. Называется все это дело ModBap. Расскажу немного о себе. Начинал я с классического сэмплированного бум-бэп хип-хопа. Делал я его на MPC Live. Успел поработать с разными интересными зарубежными исполнителями, в частности из США, такими как Big Benz, Gunrunner, Fava God, Чак Браун и Fliga Season. Делали с ними совместные релизы. Выступаю и являюсь участником команды Across the Eighth Dimension New York Modular Society. Выступал там у них уже, наверное, 5 или 6 раз к моменту выхода этого ролика. Также продавал музыку на Запад, делал сведение, мастеринг, ну и, в общем, всякие такие вот интересные моменты. Потом познакомился с людьми, которые занимаются вот как раз-таки модбэпом, которые делают хип-хоп, используя модулярные синтезаторы. Меня эта тема очень заинтересовала, вот решил тоже попробовать собрать свой ящик. Первые два модуля у меня были фильтр и осциллятор, и этого на самом деле достаточно для старта. То есть если есть MPC, он может участвовать, ну, современный MPC, я имею в виду, в котором есть CV8-порты, которые для управления как раз-таки напряжением в модулярных синтезаторах. То есть он у меня идет как основной секвенсор для всего моего река. В общем, познакомился с ребятами, B-Boy Tech Report, Voltage Controller. Эти люди основные вообще в модбэп движении. Voltage Controller в 2016 году первым начал это делать, а Кори Бэнкс, a.k.a. B-Boy Tech Report, он придумал слово модбэп, да, как обозначение вот своих экспериментов в хип-хопе с модулярными синтезаторами. И сейчас эти ребята занимаются продвижением этого жанра. Он также основатель первой модулярной компании, направленной в сторону хип-хопа, называется ModBap Modular. Вот у них есть уже два модуля своих. Один, кстати, есть у меня здесь, вот он называется ModBap Performer. Краткая история железа, MPC и как вот я дошел до модуляров. Сначала я играл на iMPC, на iPad. Друзья увидели увлечение, подарили мне такой контроллер Akai MPD-32. Достаточно неплохой, кстати, контроллер, но сейчас я бы совершенно по-другому этот контроллер мог применить. После этого увидел интересных продюсеров, битмейкеров в Инстаграме, как Джереми Эллис, Beats by J Black и Trizy Track. Мне очень впечатлили современные акайки, то, что это прям как вот комп такой специальный для создания музыки. И, в общем, я решил попробовать, купил себе MPC Live. Хотя изначально уже очень хотел X, но думал, что это слишком дорогой и слишком уж профессиональный аппарат. Вот, хотя вот теперь его можно увидеть у меня здесь. Спустя там 3, по-моему, года я на MPC Live был, я все-таки решил собрать себе Еврорек. Для Еврорека мне нужны были CV8-порты в моей MPC, потому что я предполагал, что это будет моим основным секвенсором. Live 2, кстати, тогда еще не было. Возможно, хотя вряд ли, наверное, нет, я не стал бы все равно брать Live 2, я взял бы X. В общем, вот взял я себе MPC X и заказал первым делом себе чемодан, кейс у Димы, MDR Modular. Привет, Дима, если ты смотришь. И заказал первые два модуля, которые, в принципе, могу на самом деле даже теперь рекомендовать тоже для старта. Мне их рекомендовал Саша, Александр Васильев в Music Mag. И большое ему за это спасибо, потому что
Это действительно тот набор, который вот при наличии MPC позволяет понять вообще примерно, как происходит управление, как это работает, как это звучит и вообще, что нужно дальше, что захочется дальше. Да? Первые два модуля у меня были, это Mutable Instruments Plates, макроосциллятор они его называют. Это, в общем, цифровой осциллятор, там порядка, не помню, сейчас я скажу, 4, там 16 разных моделей синтеза, то есть там можно разные, там и гранулярка есть, там есть два осциллятора, которые можешь складывать, есть wavetable, есть car plus strong, есть также бочка, hi-hat и snare, там есть встроенный envelope, атака, релиз, или если там у тебя есть вариант, можешь там подключить потом свой и запускать туда свой envelope уже. Фильтр у меня тоже вместе вот с первым модулем я заказывал фильтр Mutable Instruments Ripples, первый, не тот, который сейчас у них на сайте висит, а предыдущая модель. Это аналоговый фильтр, очень классный, заводится от резонанса, то есть он может еще и быть как источником звука. Я когда первый раз об этом узнал, конечно, это было вообще открытие. Делал из него пение птичек. Если найду видео, вставлю обязательно видос, что там получилось. Достаточно интересно. Но это у меня уже тогда был envelope-генератор от KS Device из Zadar. Расскажу вообще коротко о составе, да, своего Еврорека, чего я туда собрал, что там есть. То есть вот здесь вот у меня модуль от Expert Sleepers FH2, это MIDI to CV контроллер. Он подключается по USB к MPC, определяется там как MIDI контроллер FH2, и все, я могу его там настраивать, отправлять отсюда уже CV, гейты, там на самом деле куча всего. Там евклидовые паттерны, там клок можно отправлять, LFO-шки. Ну, в общем, это достаточно такой многофункциональный модуль, связывающий компьютер, или в моем случае, да, в нашем случае MPC, с модулярами. Конвертирует MIDI в напряжение. Следующий модуль у меня, это один из моих любимых модулей, это дилей Strymon Magneto. Это очень сильный дилей, он многое может, я покажу обязательно в ближайших следующих выпусках вообще вот эту красоту. Это перкуссионный модуль IntelliGel Plonk, на нем классно можно делать разные перкуссионные звуки, хай-хеты, там, что угодно вообще. Бочки, снейры тоже на нем делаются, в принципе, нормально. Следующий модуль — это envelope-генератор KS Zadar. Дальше идет это вот как раз-таки вот этот мой первый фильтр, Mutable Instruments Ripples, и Plates, Mutable Instruments тоже. Вот это два моих первых модуля, которые я себе взял, и уже мог с ними что-то делать на MPC. Вот дальше идет аудиоинтерфейс от Expert Sleepers. Обалденная вещь. 14 входов, 8 выходов. Подключается по USB к MPC с последней прошивкой, и теперь и в стендалон режиме. То есть это работает как основная аудиокарта. Когда Еврорек есть, это просто must-have. То есть 4 инпутов в MPC-X стало категорически вообще недостаточно. То есть мне хотелось поканально выводить все дорожки и все там чистенько записывать, там, если потом надо, постобработку делать еще в MPC. Дальше, следующий модуль, очень интересный модуль, это Mutable Instruments Marbles. Это генератор случайных событий, так скажем. То есть он генерирует как CV, напряжение управляющее, так и гейты, что позволяет как бы придумывать разные интересные ритмические тональные секвенции. Вот, то есть это как секвенсор рандомный, в смысле, что если что-то понравилось, ты можешь это поставить на луп, но когда ты выключишь свой Еврорек и включишь его обратно, этого лупа там больше не будет, там уже будет что-то другое. Следующий модуль — это Mutable Instruments Rings, это вообще... я пропустил, вот здесь есть маленький здесь есть маленький 2 HP плаг. Это
Corpus Strong, то есть это имитация струн, звучит просто потрясающе. Если к нему добавить ревера, дилей, ну это прям вообще красота. Следующий модуль Mutable Instruments Rings. Вот, кстати, по причине, да, то есть первый у меня появился Rings, потом я уже докупил еще 2 HP плаг. Они звучат похоже, но слегка все равно по-разному. Rings более функциональный, там есть разные режимы, там можно делать разные, как бы, материал звука, да, то есть там от какого-то металлического к стеклянному можно переходить. Очень интересно, там свои фильтры есть. Следующий модуль Make Noise Mats — это очень многофункциональный модуль, там, насколько я помню, порядка 46 разных способов его использования. Там он может быть и как осциллятор, он может быть как clock divider, он может быть очень много функций. Я потом подробно обо всем об этом расскажу, переведу, наверное, то, что есть у иностранцев. Классное очень видео. И последний модуль — это вот Modback Modular Performer, процессор эффектов, то есть там глич, он же bit repeat, там с разными интересными параметрами, ревер, дилей и tape stop. Также в нем есть компрессор с сайдчейном или с гейтом. Также там есть, сколько, уже, по-моему, 8 разных фильтров, я имею в виду, то есть это не только high-pass, low-pass, вот они их недавно добавили, это еще можно подмешивать noise, можно сатурацию включить, можно такой некий биткрашер, там 2 их разных, и эффекты wax мне очень нравятся с плавающим питчем и виниловыми щелчками. Вот. По Еврореку, наверное, пока все. Вот, что у меня есть. Жду еще скоро расширение к FH2. Еще 8 CV-портов. На самом деле надо еще 16. То есть, по идее, скоро буду второй чемодан собирать. Еще вот у меня есть 2 педали. Одна педаль — это овердрайв басовый от Boss, ODB3 называется педалька. Я ее использую как подключаю на return-канал и подмешиваю к дорожкам, там, которым нужно. Можно и там к струнам подмешать, можно на ударные, кстати, очень классно ложится. То есть такой прям хороший овердрайв. Единственное, он немножко шумит, но как бы, наверное, так и надо. Аналог. Вот следующая педаль, Strymon Night Sky. Это потрясающий ревер, очень красивое пространство можно создать. Там куча настроек, там можно, чтобы этот ревер менялся по питчу, можно LFO-шки вешать, там тоже на разные, и на фильтр, и на питч, и там куча всего, там шиммер есть. Все управляется по MIDI, через MPC очень удобно, там, если сделал специальную программу, проименовал все параметры, в каждом треке настраиваю разные пространства, переключаюсь из секвенции в секвенцию, у меня везде этот ревер сразу настроен, железный, классный, очень нравится. Это видео подходит к концу, хочу рассказать, что будет в следующих. В общем, будем рассматривать отдельно 1, 2, может быть 3 или 4 модуля вместе с MPC. Как это работает, как на этом делается хип-хоп, что вообще такое модули, как они управляют с помощью MPC. В следующем выпуске буду рассказывать как раз о 2 своих первых модулях, более подробно буду рассказывать. Это Mutable Instruments Plates и Mutable Instruments Ripples, макроосциллятор и фильтр, и как это все подключить, чтобы это работало с MPC. Либо, ну, современными MPC, я имею в виду, или Force, то есть это MPC-1, MPC Live MK2, MPC-X. Вот. До встречи в следующих выпусках.